Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то я для вас решила записать видео про детскую мастурбацию. И количество вопросов непосредственно на эту тему увеличилось вдвое за последнее время. Я хочу сказать вам один очень важный момент. Ребенок – это существо интуитивное и довольно-таки тактильное. Он нуждается в душевном тепле, в ласке, в объятиях. И когда ребенок предоставлен сам себе, когда есть дефицит внимания и присутствие со стороны родителя, то ребенок интуитивно ищет способы, которые его порадуют на психологическом и на физическом уровне. И именно эта причина часто приводит к возникновению так называемой детской мастурбации. И один из таких примеров, который я столкнулась на практике, мне обратилась мама одного ребенка, ребенку было около 4 лет. Она обратилась с запросом того, что девочка трогает себя через трусики, пыхтит, сопит, краснеет, злится, если ее отвлекаешь от самого процесса, а потом сильно напрягается и происходит расслабление. Девочка может так делать от 2 до 3 раз в день. И мама говорит о том, что она пыталась всячески успокоить ребенка, пыталась всячески запретить ей делать эти действия, она лишала ее мороженого, сладости, даже иногда била ее по рукам, но ребенок давал ответную реакцию, она плакала, говорила, что больше не будет этого делать, но вновь и вновь повторяла. Так как же отучить ребенка делать и как отучить ребенка от детской мастурбации? Яркий пример того, как нельзя реагировать на детскую мастурбацию, это, конечно же, бить ребенка. Описанное выше поведение мамы только закрепляет желание ребенка мастурбировать, к тому же формирует чувство вины за содеянное и способствует негативному отношению к своим половым органам, к себе и к своей сексуальности. И это все может привести к непосредственным проблемам и вызвать ту же самую гомофобию, о которой мы с вами говорили ранее. Доказано, что детская мастурбация никакого вреда ребенку не причиняет. Если же обстановка в семье комфортная, ребенок растет в любви, в ласке, он не обделен вниманием со стороны родителей, то проследите, когда и при каких обстоятельствах ребенок мастурбирует. Поймите же, что ребенку и чего ему не хватает. Возможно, есть какие-то физические или физиологические раздражители. Например, неудобное белье, некачественный материал белья, давление ремней или лямок, особенно в детском кресле детки часто мастурбируют, а прелости или зуд, возможно, он просто расчесывает. И, конечно же, исключите неврологические причины. Обратитесь к неврологу для того, чтобы он вас проконсультировал и сделал определенное назначение. Что стоит делать? Примерно с 2,5 лет начинайте рассказывать ребенку о правилах нижнего белья. Называйте половые органы своими именами. Третье. Обязательно устраните причину, которая способствует мастурбации. Мастурбация – следствие, а не первопричина. Запомните этот важный момент. Четвертое. Говорите ребенку чаще, что любите его, обнимайте его, дарите ему нежность. И самое главное, ни в коем случае не бейте ребенка, не запрещайте и не ругайте его за мастурбацию, потому что все это может привести к неприятным последствиям. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. А с вами была я, Алина Накова. Всем хорошего дня. Берегите своих деток.